Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Вы смотрите новое видео в серии видео о падежах в русском языке. Какие бывают падежи в русском языке и какие у них функции. И я очень рада, что вы смотрите это видео, так как это значит, что вы хотите узнать и понять систему русских падежей. Ведь вы, наверное, уже догадываетесь, что если понимать систему, логику, то эта грамматическая тема не будет такой уж трудной. А говорить по-русски правильно вам будет намного легче. В русском языке по падежам изменяются существительные, прилагательные, местоимения, числительные и причастия. Это уже 5-е видео из 6. В каждом видео я говорю об одном падеже. Но я не говорю, как образовывать формы слов в этом падеже, потому что эта информация будет в комментариях. Нет, я рассказываю о том, в каких ситуациях правильно использовать каждый падеж. И в этом видео я расскажу уже о 5-м падеже. Это творительный падеж instrumental case. А еще его также называют инструментатив или инструменталис. Но по-русски это просто творительный падеж. Итак, творительный падеж – это падеж, который обозначает инструмент. Иногда творительный падеж может выражать роль агенца в пассивных конструкциях. И слова в творительном падеже отвечают на вопросы «кем?», «чем?». Теперь давайте внимательно посмотрим на ситуации, в которых мы используем творительный падеж. Творительный падеж – это косвенный падеж, как я уже сказала, обозначает инструмент, орудие или предмет, с помощью которого действует субъект. Писать ручкой, есть ложкой, думать головой, моргать глазами. Еще творительный падеж обозначает занятие субъекта, его профессию, увлечение чем-либо. Работать врачом, быть человеком. Часто ваши преподаватели вам говорят, что нужно просто запомнить глаголы. Быть кем, стать кем, работать кем, заниматься чем, увлекаться чем, интересоваться чем. Или проще, просто запомните, что с глаголами быть, работать, казаться, стать, являться кем и заниматься, увлекаться, интересоваться чем. Мы употребляем творительный падеж. Следующее. С предлогом «с» творительный падеж обозначает лицо или предмет, который участвует в совместном действии. То есть гулять с подругой, разговаривать с братом, жить с семьей, прийти с друзьями или прийти с цветами, пить кофе с молоком и есть суп с грибами. Также предлог «с» имеет значение цели действия. Обратиться с просьбой или прийти с претензией. Есть еще предлоги, с которыми употребляется творительный падеж. Это предлоги места. Над, под, между, рядом с, перед, за. Под кроватью, над столом, перед видеокамерой, за окном. Также предлог «перед» имеет значение времени. Когда? Перед завтраком, перед обедом, перед уроком, перед самолетом. Здесь, кстати, может иметься в виду сразу два значения. Где перед самолетом стоит человек или когда перед самолетом надо выпить кофе. А предлог «за» может также иметь значение цели. Сходить в магазин за хлебом, прийти в банк за деньгами. Да, я уже говорила, что одно из значений творительного падежа – это роль агенца в пассивных конструкциях. Например, студенты изучают анатомию в университете. Это не пассивная конструкция, это активная. Студенты
что-то делают, изучают анатомию. Но эту активную конструкцию мы можем поменять на пассивную. И тогда объект действия, анатомия, будет изучаться кем? Студентами. Анатомия изучается студентами в университете. Но важно, что из актива в пассив мы можем менять только переходные, транзитивные глаголы. То есть глаголы, после которых всегда должен быть прямой объект. Изучать анатомию, анатомия изучается. Читать книгу, книга читается. Не путайте с такой активной конструкцией, как «я увлекаюсь музыкой». Эту фразу вы никогда не переделаете в пассивную. Музыка увлекается мной. Это уже что-то странное. Я вам назвала не все значения творительного падежа. Если вы знаете еще какие-то, то напишите их в комментариях. И, пожалуйста, когда вы учите новые глаголы в русском языке, пожалуйста, запоминайте их сразу с вариантами употребления. В словарях это могут быть просто вопросы или уже примеры, но если у вас не такой словарь, то обратитесь к подкасту Russian Verbs. Там есть все формы глаголов и много вариантов употребления. А теперь бонус. Чтобы получить таблицу с окончаниями прилагательных и существительных в каждом падеже или таблицу изменений личных местоимений, напишите мне на электронную почту. И я обязательно отправлю вам эти таблицы. Вы смотрели видео о творительном падеже. Это уже 5-е видео о падежной системе русского языка. Чтобы посмотреть предыдущие видео и не пропустить последнее, подпишитесь на канал Russian Language Club и поставьте уведомления о выходе новых серий. Russian Language Club есть и на других платформах Instagram, Telegram и Facebook. А также вы можете поддержать проект Russian Language Club на странице Patreon. Ссылка есть в описании к этому видео. Сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока. До скорой встречи.